Привет, мои дорогие подписчики! После того, как я увидела Ганчера с его сумасшедшей женой в фитнесе, я погрузилась в еще большую депрессию. Хотя в каком-то смысле мне стало легче, потому что неизвестное сложнее всего. Теперь я точно понимала, что парню я не нужна, все его внимание было обманом. Единственное, я не очень понимала, как мне жить дальше, какой у меня выход. И хотя Артур меня не выгонял из дома, все равно я часто бродила по району, размышляя, что делать. Родители меня не примут после того, как я у них забрала деньги. Работы нет, перспектив тоже, да и жить мне негде. И тут я впервые подумала о самоубийстве, как о возможном выходе. Я когда-то и раньше о нем думала, но только в фантазиях. А теперь понимаю, что если я покончу с собой, то разом исчезнут все проблемы. И Ганчер с его сумасшедшей женой, и родители с этим долгом. Я подумала, что нормальный вариант броситься под поезд. Но там было столько людей, я подумала, а вдруг поезд сразу меня не сшибет. Куча свидетелей будут смотреть на меня, зыркать, начнут фотографировать, снимать. Нет, это не подходит, нужно какое-то более огромное местечко. И мне повезло, я нашла пути прямо рядом с платформой. Там даже удобнее, не нужно было прыгать. Я пошла на них и легла. Лежала где-то полчаса, пока не замерзла. Поезд все не шел. Я встала, думала, пока похожу, дождусь его. Я очень сильно замерзла. Тут мимо проходила женщина, я спросила у нее: извините, а здесь поезда вообще ходят? Ой, редко. А вот сегодня при мне не было. Есть только вот там, на станции, есть только там. Спасибо. Туда идите, а то замерзнете. Оказывается, эти пути вообще не рабочие. Нет, мне нужно что-то более надежное и точное, чем поезд. И тут мне пришла в голову мысль о высотке. Но оказалось, что в Москве попасть в высотку не так-то просто. Везде вход по домофонам, либо консьержи спрашивают, кто куда идет. Но все-таки удача мне улыбнулась, и я зашла с одним из жильцов. Я поднялась наверх на балкон. И моим глазам открылась такая красота. Был такой потрясающий вид на город, что я засмотрелась и чуть даже было не забыла, зачем я туда пришла. Я стояла, смотрела и думала о том, что, возможно, моя жизнь тоже могла сложиться по-другому. А сейчас она просто жалкая и никудышная. Такая красота, столько в мире прекрасного, и из этого я почти ничего не видела. Да и вообще, с чем я сталкивалась в своей жизни? С сумасшедшей мамой, отцом, который только заставлял меня работать на этой жалкой заправке. Да я вообще на высоте-то никогда не была. Я впервые поднялась на такой высокий этаж, и меня аж дух захватило. От того, что увидела, от ощущения воздуха, летящего ветра. Пока я стояла и смотрела и размышляла, пошел один из жильцов. Это что такое, а? Это что было сейчас? Ты кто вообще? Откуда? Давай, вали отсюда. Вали, говорю. Давай, вали. Сумасшедшая. И тут я подумала, что в Москве невозможно найти место, где можно спокойно, безопасно покончить с собой. Но обязательно кто-то помешает. И тогда я подумала, что если не получилось с высотой, можно пойти от обратного. Как вариант, глубина. И я пошла к пруду. Но оказалось, что лед очень толстый. Я стала пробовать его разбить, и тут вы не поверите, кого я встретила. Я уже подумала, что он за мной следит. Но нельзя так постоянно натыкаться на одного и того же человека. Что вы тут делаете? Я вот здесь пришел рыбачить рыбу. Может, порыбачил? Вон, смотрите, лед какой хороший. Рыбу можно разную поймать. Семку.
Какая тут может быть семга, если это не море? Семга в морской воде. Ну, извините, перепутал. Щуку мне сказали, здесь хорошо ловится. А вы сами тут чем занимаетесь? Собачку выгуливаю. Хозяева попросили за ней приглядеть, а сами в караоке пошли. И попросили, чтобы я за ней посмотрел. Алло, привет, мамуля. Да, все нормально. Утром кошку покормил. Недавно попугая. Вот сейчас собачкой гуляю. Да нет, не замерз. Вот сейчас зашел в кафе погреться. Взял кофе и бургер. Ну, погуляю с собакой и приду. Все, не волнуйся. Приеду, как приеду. Все, давай. С мамой болтали? Да. Вам сколько лет? 35. 35, и вы гуляете с этой собакой по пруду. И маме рассказываете, что ели на обед. А что такого? Мама за меня волнуется. Что, нельзя сказать, если я замерз? Живут же люди такие, как вы. У вас ни забот, ни проблем, ничего. Рассказываете бредни какие-то про мочудо животных на бензозаправке, да про форель, которая здесь никогда не водится. А розового пони нет в вашем чудесном мире? Нету. У вас ни работы, ни перспектив. Вы понимаете, что вы ничтожество, которое живет у мамы под юбкой и всем довольно, и радуется этой убогой жизни. В следующий раз даже не подходите ко мне. Мне противно на вас смотреть. Ну, извините. В общем, этот наивный толстяк меня так разозлил, что вы не поверите, но мне резко захотелось умирать. Появилось желание начать все заново, найти работу, стать нормальным человеком, лишь бы не быть таким, как он, и не прожить такую убогую жизнь. Моя шлёчка. Моя шлёчка еще не мерзнет. Сейчас придем погреемся. И на другой день я пошла искать работу. Я обходила все конторы, которые мне попадались. Спрашивала, нет ли там вакансий. И когда я проходила мимо автосалона, я подумала, что, возможно, это то, что нужно. Я же работала на заправке. Там тоже были машины у папы. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? А может быть, у вас есть какие-то открытые вакансии? Я ищу работу. Вы знаете, вам нужно к нашему HR-менеджеру. Я вам сейчас анкету дам, вы заполните ее, пожалуйста. И ко мне потом подходите, вот там можно заполнить. Спасибо. Девушка на ресепшене дала мне анкету для заполнения. Она была довольно стандартная, вопросы были несложные. Я быстро с ней справилась. Потом у меня состоялось собеседование. Марго Сергеевна. Марго, это Маргарита? Да. 30 лет, даже уже 32, не замужем, детей нет, живете с родителями. Я недавно съехала. Желаемая заработная плата 200 тысяч. Вот работы АЗС. Маргарита Сергеевна, скажите, а почему вы решили, что опыт работы на заправке сопоставим с опытом работы в автосалоне? Потому что и там машины. Угу. А вы когда-нибудь продавали машины? Нет, но я продавала много что другого. Жвачки, булочки, сухарики, напитки, конфетки. Ну, то есть опыта работы в автосалоне у вас нет? Нет, но я быстро учусь, я смогу научиться. Нам не нужны стажеры, у нас не масс-маркет, а премиального сегмента салон. У нас очень серьезные клиенты, депутаты. Мы не можем позволить, чтобы стажер испортил нашу репутацию, потому что мы ее выстраивали годами. Но и помимо опыта работы нам нужны определенные качества. Вы понимаете, о каких качествах я сейчас говорю? Да, стрессоустойчивость. Верно. И? Умение находить выход из сложной ситуации. Это я умею. У меня была ситуация, когда я ушла из дома, мне негде было ночевать. Я нашла прачечную, которая работает круглые сутки, и там заночевала. Это все прекрасно.
Я имею в виду, что нашли выход из ситуации. Но помимо этого нам нужно еще очень много качеств. Стрессовая устойчивость, коммуникабельность, адекватность, компетентность, умение слышать и слушать клиента, умение наперед знать, что он хочет, умение выстраивать с ним диалог, работать в системе многозадачности, быть терпеливым к отказам и к неудачам, ну и, конечно же, презентабельный вид. Для нас это очень важно, потому что в нашем салоне менеджер не только продает машину, он еще продает кучу дополнительных услуг, такие как страхование, лизинг, кредитование. Вы вообще знаете, что это такое? Нет, но я могу прочитать, узнать. Ну, прочитать все могут. А нам нужен человек, который знает все, и не только знает все, а у которого есть большая мотивация к работе. Вам 30 лет, у вас нету детей, нету кредитов, нету ипотеки, у вас нету мотивации, чтобы много работать, много зарабатывать. Вы мажор, который летает в облаках, а нам нужен локомотив. Какая у вас может быть мотивация, чтобы работать каждый день с утра до вечера по 16 часов или больше? Я должна отцу отдать 500 тысяч, которые взяла у него. Ну вот, первый адекватный ответ от вас за сегодня. Маргарита Сергеевна, вы нам не подходите. Может, вы мне какое-нибудь задание дадите? Я могу показать себя. Но вы же тоже когда-то начинали, вы же тоже пришли без опыта. Я могу научиться, дайте мне шанс. Вот сюда, пожалуйста. Перед вами автомобили только те, которые вы видите. Я клиент, вы менеджер. Я хочу точно такую же машину, но только в красном или сером цвете. Есть? Нет. Что нет? И есть только зеленая. Мне не нужна зеленая, мне нужна красная или серая. А тогда возьмите вот эту машину, она серая. Это не моего уровня, я ваш премиальный клиент, корпоративный клиент. Или вот эту. О, это такая же, как та. Вы мне еще вот эту предложите. Но они все дорогие, красивые, премиальные. Я не понимаю, чем они отличаются. До свидания. Пальто не забудьте свое. В общем, на работу меня не взяли, но, если честно, я не расстроилась. Все-таки продажи – это совсем не мое. Я понимаю, что мне нужно что-то творческое. Буду искать подходящие варианты. А насчет презентабельного внешнего вида, я подумаю над этим. Возможно, на следующее собеседование надену что-то более приличное, что-то более деловое мне нужно. Возможно, пиджак. Пока на этом все. Всем спасибо, ставьте лайки и до свидания.